Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и гармонии в ваших сердцах. Это очень важно и нужно вам. Ну и почему я такое пожелание сразу же отправляю всем вам? Потому что у меня уже несколько есть сообщений о каких-то сложных периодах, о каких-то очень страшных событиях, которые вот ожидают наши подписчики и зрители. И вот просто одно вот из таких сообщений, кусочек возьму. Вот наш подписчик пишет: «Нас пугают Армагеддоном в конце октября 2022 года. Можете ли вы это предсказать?» Сразу же хочу сказать, что я не предсказатель. Я не гадаю ни на кофейной гуще, ни на картах, ни таро и так далее. Я просто изучаю астрологию. Мне очень нравится эта наука. И на практике, как это связано с жизнью на Земле, с растениями, с нашим самочувствием, вот это меня интересует. Ну и изучая вот эти все аспекты интересные, части астрологии, естественно, находим ответ на различные вопросы. Давайте я вам тоже отвечу с помощью вот этих знаний. Конечно же, эти знания еще не такие полные. Век живи, век учись, говорила моя бабушка. Ну и помним все, что знание – это сила. Поэтому если кто-то что-то говорит, кстати, даже в 2012 год, вспомните, конец света, просто нужно было знать, что ничего страшного не произойдет, и не готовиться к этому переходу, как делали это многие. Сейчас снова кому-то нужна вот эта энергия страха, а именно энергия страха – это хорошая пища для сил, которые не находятся в любви, не в свете, поэтому снова создаются вот эти различные слухи и предполагают какие-то вот эти страшные события. Давайте мы постараемся вместе разобраться, что же такое в конце октября может произойти, в конце октября 2022 года. Ну, хочу сразу сказать, что начиная с 21 октября и до 18 января уже 2023 года очень важные и интересные космические события произойдут. И первое очень важное событие в 2022 году произойдет 25 октября, будет солнечное затмение. Ну и всегда солнечное, а потом лунное затмение, коридор затмений завершится 8 ноября лунным затмением. Кроме этого, с 30 октября по 12 января в силу вступит ретроградный Марс. Ну а затем с 29 декабря по 18 января добавится ретроградный Меркурий. Поэтому очень много интересных событий произойдет. Очень много будет не только событий, а внутренних событий, внутренних состояний каждого человека. Лучше всего в это время находиться в состоянии мира и гармонии. Но давайте все-таки вернемся к концу октября, вернее к 25 октября, когда произойдет вот это красивое частное затмение. В первую очередь, частное солнечное затмение 25 октября будет видно, кстати, многие из нас, и мы увидим с вами, будет видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, а также на северо-востоке Африки, в северо-восточной части Атлантического океана, именно далее в той части Северного Ледовитого океана, что омывает Скандинавский полуостров и северо-запад России. А также это красивое событие, космическое затмение Солнца, будет видно в северо-западной части акватории Индийского океана. И затмение начнется на территории Исландии, а завершится в районе Аравийского моря. Но еще несколько фактов. Частное солнечное затмение будет видно в 89 странах и зависимых территориях.
Ну и оно начинает коридор затмений. Вот это наше частное солнечное затмение 25 октября. Ничего просто так не бывает. И это очень важное событие, вот этот коридор затмений, который с 25 октября по 8 ноября 2022 года произойдет. Многие астрологи называют вот этот коридор, который мы с вами пройдем, обязательно пройдем, и обязательно легко и просто, потому что это коридор трансмутаций. Мы меняемся, мы столько раз уже с вами общались, у нас есть плейлист «Избранное», и там очень много интересных видео на эту тему. Мы должны завершить все свои старые задачи, старые программы, и вот сейчас полностью будет завершаться вот эти старые программы, старые проблемы, нужно будет их решить, старые задачи тоже, все это решить, иначе уже закрывается дверь в прошлую жизнь. А все это было действительно в прошлой жизни. Мы с вами должны очиститься для того, чтобы освободиться от этих грузов, таких кайданов прошлого. И уже после лунного затмения 8 ноября нужно быть чистым, прийти к новой жизни. Создается сейчас новые и новые ситуации для того, чтобы мы полностью очистились от этого груза и в новые вибрации. А сейчас очень сильные вибрации, чистые, красивые, солнечные, созидательные идут на Землю и, конечно же, каждому человеку. И вот этот период, когда действительно мы очистимся, будет сломана старая система, старые концепции. И вот это действительно благодаря новой энергии все вот это рассыпется. Оно сейчас уже каждый видит, весь год идет вот этот хаос, 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 очистка, очистка. Именно кармическое возмездие будет самым высоким и самым актуальным в этот коридор затмений. Но если вы осознаете, понимаете, что не так делали, разбираетесь с этой ситуацией, то ничего сложного не будет. Никакого Армагеддона не будет в вашей жизни, как не произошло в 2012 году. Мы живем дальше, мы развиваемся, мы двигаемся вперед. Но что самое интересное? Да, очищаемся, да, закрываем дверь в прошлое. Но самое интересное произойдет уже после вот этого коридора затмений. Мы сможем, каждый, абсолютно каждый человек, если он желает, раскрыть в себе те спящие, и даже мы не подозреваем творческие такие начала, творческие потенциалы, творческие таланты, которые дадут нам возможность созидать, жить совсем в других энергиях легко, не сопротивляясь, и созидать свою жизнь в мире, в изобилии. Ну и давайте еще вспомним, что нужно помнить, когда вот этот коридор затмений с 25 октября по 8 ноября будет проходить для нас, для землян. Мы должны помнить, и вы себе тоже запланируйте или запишите, что в этот период не подписывайте никакие документы. Это все будет только усугублять вашу жизнь и карму. Никаких документов, никаких сделок, никаких новых дел, никаких новых отношений. Благодаря этому коридору просто-напросто все оставить в прошлом, разобрать по косточкам и завершить вот этот цикл, а взять в будущее только позитив. Должно быть позитивное настроение, позитивный настрой на то, что мы принимаем все то, что мы натворили, и в прошлых жизнях, и в этой жизни, особенно сейчас, продолжаем очистку и закрываем дверь. Без того, что вы не разберетесь с этими проблемами, вы просто не сможете закрыть дверь и двигаться вперед.
потому что далее очень интересные новые энергии, солнечные, созидательные энергии, которые просто прекрасны. И далее не просто Армагеддон, а будет прекрасный период, когда мы сможем расправить свои крылья и творить, созидать. И помните слово «земледельцы», потому что у нас в основном на нашем канале те, кто трудится на земле. Это огородники, садоводы, цветоводы, те, кто на балконе выращивает какие-то овощи, кто на окнах выращивает цветы. И не только цветы. Каждый творит в сотворчестве с землей. А земля, ведь смотрите, будет вот это солнечное затмение на оси Телец-Скорпион. Телец отвечает за землю. Поэтому никто другой, как мы с вами, труженики земли, не может сделать вот это прекрасное дело, создать свою новую землю. И не буду уставать, хотя мне уже замечания делают, что это вы такое придумали. Я не придумала. Мы с вами творцы. Мы творим свои земли, созидаем свои вселенные, свои галактики, и от этого никуда никто не денется. Или же просто уйдет из земного плана и будет снова воплощаться где-то в другом месте для того, чтобы открыть в себе этот потенциал, открыть в себе Творца. Неспроста Творец, наш Создатель, поделился с нами, подарил каждому сердцу свою частичку для того, чтобы мы наконец-то осознали и поняли до конца, что мы есть творцы и творим с вами мир, мы творим красивую райскую землю, творим гармонию на земле, творим новую, счастливую жизнь на своих землях. Вот такой у меня сегодня вопрос и такой ответ на этот вопрос. Никаких предсказаний, никаких кофейных гущ, а просто чисто астрология и информация. А информация, знание – это сила. Помните об этом. Никогда не поддавайтесь ни на какие из этих. Ну что, мы ответили на ваш вопрос. Остается только еще раз вам сказать: перестаньте слушать вот такие разные предсказания, перестаньте концентрироваться на негативных новостях. Они вам не нужны. Они ничего хорошего в вашу жизнь не принесут, и особенно для вашего здоровья. Настраиваемся на волну своего внутреннего прекрасного голоса, на свое сердце, в котором живет Творец, и обязательно получаем ответы и подсказки, которые приходят из разных источников. Кстати, наше видео – один из таких источников. Получайте ответ о том, что все мы можем с вами пройти и можем оставить в прошлом все проблемы, поняв, признав их и разобравшись с них, закрыть дверь в прошлое и в будущее взять только светлое, позитивное, созидательное. И в этом новом периоде мы, творцы, с вами творить свои прекрасные новые земли, где всегда вы будете находиться в мире, в райских садах, в домах, где царит мир, гармония, тепло и уют. Это все зависит от каждого из нас. Раиса Греченко и Александр Волик, авторы этого канала, желают именно вам мира, гармонии и легкого решения всех сложных задач. Настраиваемся на позитив все вместе и двигаемся вперед. У нас так много интересного впереди. Мы прощаемся с вами, завершая это видео. Естественно, ждем новых вопросов. Будем вместе разбирать. И говорим вам всего самого доброго. До новых встреч в новых видео на нашем канале. Пока-пока!